Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И я Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Знаете, была такая атмосфера какого-то сжатия, и как будто бы вот-вот что-то оборвется, вот-вот что-то начнет стремительно меняться. Так и случилось. Атмосфера поменялась, и мне захотелось сделать расклад, на пороге каких событий мы с вами сейчас находимся. Поэтому давайте я вам сейчас покажу, что нам предстоит на будущий период. Я не могу вам сейчас сказать, на какой, потому что последнее время мои расклады делаются, знаете, очень странным образом. Раньше я делала по запросу, то есть, например, мне хотелось узнать ответ на какой-то интересующий меня вопрос. Да, внутри меня стучался какой-то вопрос, и я его задавала в пространство и считывала с пространства ответ. А сейчас, вот последний месяц, у меня немножко по-другому идет. У меня вообще нет вопроса, и в то же время я чувствую изменения в пространстве. Но для того, чтобы считать, что это за изменения, да, я беру в руки таро, руны и начинаю считывать с пространства и начинаю выкладывать карты. Без вопроса, я просто как бы считываю эту энергию, я перевожу эти коды. Это всегда цифровые коды, их нужно перевести на слова. И таким образом, название расклада появляется потом. Видите, как интересно? То есть вопрос появляется после ответа. Правда же? Это своеобразно и интересно. Напишите, пожалуйста, бывает ли у вас так, что сначала ответ, а потом вопрос? Вот у меня сейчас именно так. Новостей. Давайте приступим. Итак, что же у нас находится на пороге? Первое – это аркан справедливость. Тоже своеобразно сейчас у меня идет информация. Я все время беру карту, которая мне дается в руки, и также я беру дно колоды. Вот тоже раньше я так не делала, а сейчас мне хочется брать дно колоды. Я ощущаю, что это что-то тоже обозначает энергия, и что нужно обязательно читать эти две карты вместе. Посмотрите, как интересно. Я достала аркан справедливость, а на дне колоды восьмерка жезлов. Санкция небес. Однозначно сейчас произойдут стремительные перемены, судьбоносные изменения. Если с вами еще пока они не произошли, значит, вот-вот это произойдет, потому что я действительно чувствую, я не могу вам сказать, у каждого, наверное, будет свой срок, но вот по моим ощущениям, это недели максимум. То есть это могут быть дни, либо несколько недель. Либо в самом крайнем случае давайте возьмем сентябрь месяц. То есть ожидайте больших судьбоносных изменений. По аркану справедливость это могут быть всевозможные, в том числе, вы знаете наверняка уже сами, опытные юридические документы, заключение брака, либо деловые серьезные предложения, либо судьбоносный выбор. Вообще санкция небес, дно колоды, говорит о том, что миновать их невозможно. Они уже запущены, понимаете, почему я их считала и почему? Потому что они уже грядут. Это не то, что может быть, а может и не быть. Эта ситуация тотальная, она коснется каждого в той или иной степени, в той или иной области. Смотреть меня будет, конечно, определенный контингент людей. У нас маленькая, но очень дружная компания. Я всегда думаю о вас, мои дорогие друзья. Я никогда не работаю, я всегда
для меня и друзей моего канала. Это всегда мой запрос, поэтому это всегда касается самого такого близкого моего окружения, и также это может коснуться друзей моих друзей. Итак, что же мы имеем, кроме тотальных изменений? Ну что ж, руны подтверждают, вы сами видите, Хагалас, что само по себе обозначает внезапная смена планов и новый путь. Да, здесь произойдет что-то действительно, как вам сказать, но это не запланированное. То есть это что-то действительно, это то, что выше нас. На дне колоды руна Эйвас, древо миров. Ну что вам сказать? Опять-таки какие-то кардинальные будут приниматься решения. Вы сами все видите. Причем древо миров – это мистическая руна, глубочайший смысл имеющая. И она абсолютно говорит о том, что эти изменения судьбоносные, кармические, повлиять на которые человек не в силах. Давайте же разбираться дальше. Что же у нас? С левой стороны я буду выкладывать карты, которые будут говорить о том, от чего стоит отказаться уже, что отжило свое, за что не стоит цепляться для того, чтобы эти перемены были гармоничными и произошли наилучшим образом. Ну что ж, вы сами видите, 12-й аркан повешенный, Феху, рыцарь чаш, туз пентаклей, представляете? А вот она и колесница, между прочим, которая фигурировала в последних моих раскладах и не один раз. То есть мы жили под эгидой колесничего вот до сих пор, пока не вошли в аркан справедливость и вонья радость. Ну что ж, давайте я попробую сейчас вам это все трактовать, поскольку я никогда не трактую карты отдельно, а я считываю как бы голограммные образы. И вот то, что мне приходит, глядя на эти карты. Карты все хорошие, и практически, скажем так, здесь есть прекрасное, здесь есть изобилие, здесь есть перемены, здесь есть потрясающие эмоции. Для вас может быть только непонятно, зачем от этого всего отказываться. Да? Но здесь просто зашифровано такое послание, что вы прикладывали очень много усилий, очень много возлагали надежд на то, что сдвинется с места то, что очень долго было в подвешенном состоянии и никак не двигалось. Вы ожидали поддержки небес, молились и взывали, чтобы вам послали шанс, вас одарили, дали вам подарок. Вы одновременно и делали, и просили, не покладая рук, трудились, не теряли надежду на изменения. Так вот, это время уже прошло. То есть то, о чем я вам говорила по колесничему, когда мы с вами моделировали, запускали эти модели, сколько раз я вам говорила, не упустите это время, оно очень важное, оно судьбоносное. И так и есть. Сейчас этот период уже позади. И те, кто сделали, последовали моему совету и сделали всевозможные, построили свои ментальные конструкции, запустили их, кто работал со мной индивидуально. Мы также много трудились сейчас с некоторыми моими друзьями, создавали совместные ментальные конструкции. Это было занимательнейшее занятие, творческое, очень интересное. Благодарю вас, дорогие мои друзья, за доверие. Вот этот период подошел к концу. И мы заложили по тузу пентаклей, скажем так, очень фундаментальные планы и на далекие перспективы.
Справа я сейчас выложу карты, которые будут говорить нам о том, что же нужно теперь впустить в свою жизнь, какая энергия идет к нам. Четверка жезлов, хорошая карта. И вирт, воля свыше. Это карта, которая подтверждает то, что сейчас от вас уже ничего не зависит. Ожидайте того, что постучится к вам в дом. Отоприте двери своего сердца и дома, откройте свой разум, распахните душу навстречу новым изменениям. Давайте посмотрим, что же еще. Так. Здесь есть некоторые, на первый взгляд, противоречия, но я постараюсь вам сейчас их также объяснить. Вы видите восьмерку мечей, образ девушки, которая спелената и ничего не видит. Все остальные карты очень хорошие. Считывается это таким образом. Перемены идут в вашу жизнь. Вы стоите на пороге нового цикла, крупного цикла в своей жизни. Сейчас уже очень многие события по тройке пентаклей подготовлены вами, и они начнут разворачиваться. То есть будут новые люди в вашу жизнь приходить, какие-то новые предложения. Видите, по пажу кубков. Единственное, что может воспрепятствовать этому, это если у вас остались какие-то еще очаги неверия в себя и недоверия пространству. Дорогие, любимые мои зрители, дорогие мои друзья, нам каждому есть над чем работать. Я вас очень прошу, хотя бы в этот период постарайтесь довериться пространству. Потому что вот по этой карте видно, что где-то в глубине души есть еще сопротивление. Поэтому, если вдруг в течение сентября с вами не произойдут те кардинальные перемены и благоприятные обстоятельства какие-то не войдут в вашу жизнь, о которых я сейчас вам только что говорила, то только единственно потому, что вы застряли в восьмерке мечей. Кому нужна помощь, подсказка, проработка, у нас полнолуние 30 числа. Прошу, постарайтесь на полнолуние. Вот уже сейчас начинайте на полнолуние, делайте. Избавляйтесь от своих страхов. Полнолуние прекрасно высвечивает все наши ментальные деструктивные конструкции, ограничивающие убеждения, страхи и так далее. Знаете, какой-то новый пласт поднялся. Такое бывает, знаете, когда испытываешь нехватку в чем-то, проявляешь героизм, стойкость, а когда на тебя набрасывается счастье, может произойти вот такая вот скованность, зажатость, неготовность принять. Очень бы не хотелось мне, чтобы у вас сложились такие обстоятельства, когда счастье стучится в дверь, а вы ее не открываете. Или вы пропустили звонок от очень важного человека, или опоздали туда, где вы должны были быть обязательно. И только потому, что долго раздумывали, а стоит, не стоит, а надо, не надо. Я не призываю вас сейчас всегда говорить «да», хотя на самом деле я живу именно по этому правилу. Если все-таки в чем-то сомневаетесь, ваше сердце точно знает ответ. А если вы хотите его перепроверить, обращайтесь ко мне, я всегда подскажу. Давайте покажу вам, что вы оставляете за плечами. Опять хорошая карта. Король Пентаклей, Наутис и старший аркан Звезда. Ну что ж,
прошел тот этап вашей жизни, когда вы приносили, можно сказать, даже в жертву очень многое ради великой цели. Когда вы трудились, не покладая рук, верили и вкладывали очень много усилий и других ресурсов, любых ресурсов, временных, финансовых, знания свои вкладывали во имя чего-то очень высокого. Ну, у каждого из вас есть мечта, у каждого из вас есть цель. Это может быть и самореализация, любая цель, финансовая цель. Это может быть любовь. Многие из вас хотят создать пару. У каждого есть заветная мечта. Вы знаете, вы долго находились в стесненных обстоятельствах. И вот только сияла где-то эта звезда, но очень-очень тусклый свет и далеко, и вам казалось, что это счастье еще очень-очень не скоро, даже если... Но вы не теряли вот надежду, вы видите, вы боролись, вы шли вперед, вы не падали духом, по королю Пентаклей вы очень много вкладывали ресурса реально для того, чтобы этого достичь. Вот этот период подошел к концу. Подошло стесненное обстоятельствами такое пространство. Оно закончилось, оно закрылось, оно уже за плечами. Но и теперь самый интересный этап, конечно, наступает. Давайте посмотрим, а что же у нас на пороге. Это же самое интересное. Иерофант, Манас и 19-й аркан Солнца, два старших аркана. Посмотрите, какая прелесть. Прелесть. Это просто, ну, знаете, я когда вижу такие карты, я не могу даже вот сдержать свои эмоции. Видели вы бы меня, я улыбаюсь, я просто счастлива, потому что здесь карты говорят сами за себя. Судьбоносные события. Если вы ждали любовь человека для создания семьи, вот он уже на пороге. Иерофант говорит, что с серьезными намерениями по аркану Солнца это любовь, это новые отношения, это создание семьи. Вы будете расцветать, процветать. Ну и Манас – человек, вы сами понимаете, на пороге стоит человек. Если не появляется никак человек, значит, олицетворение вас. То есть вы становитесь вот таким мудрым человеком, солнечным, распространяете свое влияние, у вас повышается статус по иерофанту, да и по Солнцу то же самое, идет экспансия ваша, вы обретаете популярность. То есть если у вас, например, ваша мечта развиться каким-то образом, особенно влияние какое-то распространить свое, да, на ваше окружение. Может быть, вы рекламируете себя по какому-то поводу, какой-то идет у вас пиар. Может быть, вы обучаетесь. Это все будет достигнуто. Выход на новый уровень, получение нового статуса. Подумайте сейчас каждый о своем, потому что, как всегда, я владею целительским таро, я считываю информацию, как вы видите, с пространства, то есть я ничего не выдумываю, и я не насилую никогда себя и пространство, и зрителей, я просто наоборот, я подстраиваюсь, и я вам дарю сейчас эти энергии, чтобы вы впитали их и были успешными, потому что я не знаю другого способа быть успешными, как только синхронизировать себя, свои частоты, свои действия с пространством. Чем более мы синхронизированы со средой, в которой мы находимся, тем более мы успешны, намного быстрее достигаем всего, чего мы желаем.
Вот так, мои дорогие. Скажите, пожалуйста, понравилось ли вам? Насколько вам интересен показался этот расклад? Пишите, пожалуйста, под этим видео свои отзывы, потому что вы знаете, что YouTube продвигает только те видео, под которыми есть отзывы. Ставьте, пожалуйста, лайки. Не забывайте о здоровом энергообмене. Вы можете делать скриншот этого расклада, если вам хочется, для того, чтобы продлить. Вот у меня, например, есть знакомая, которая делает скриншоты очень часто моих раскладов и на какое-то время размещает на рабочем столе на компьютере и говорит, что ей это помогает. Да, я не удивлена, потому что это матричные коды, коды нашей планеты. Они отвечают за наши первичные социальные потребности. Поэтому, да, это работает, конечно же. Алла пишет, начинается извержение хороших новостей. Да, Алла, начинается. Алена пишет, благодарю. Спасибо вам, мои родные. Еще раз приглашаю в Болгарию и обещаю сейчас выходить в эфир чаще. Ну что ж, до скорых встреч, мои дорогие. Пока-пока.